Привет, привет! У меня новый компьютер. Нет, это не компьютер, это мой новый планшет. Я купила себе новый планшет. Вы знаете, у меня есть старый планшет, у меня был и старый планшет, но я купила себе новый. И у меня есть причины, почему я купила себе новый планшет. Я вам расскажу в этом видео, чем я пользуюсь, как часто я пользуюсь планшетом, как часто я пользуюсь компьютером, какими сервисами я пользуюсь и вообще, что я использую в жизни и для чего. Привет, привет, мои дорогие студенты! Вы смотрите канал Practical Russian. Меня зовут Наталья. В этом видео я расскажу вам, какими сервисами я пользуюсь и почему я купила себе новый планшет. Каждое видео это небольшая история. Эти истории из моей жизни или это только мои мысли. Мы будем практиковать глаголы пользоваться и использовать. Вы знаете разницу? Я постараюсь объяснить вам разницу в этом видео. Транскрипции к видео есть внизу в описании. Каждое видео это история. Вы можете читать транскрипции. И также я пишу свои истории. Книгу с историями можно получить по ссылке внизу. Там уже другие истории, они тоже для уровня Intermediate. А сейчас, почему я купила себе новый планшет? А теперь моя история. Я показала вам, что я купила себе новый планшет, но у меня был старый. Это мой старый планшет. Что же случилось? Почему я купила себе новый? Этот планшет я купила в 2015 году. Этот планшет 2015 года. И я пользовалась им много лет. Я пользовалась им 8 или уже 9 лет. И что же случилось? Это мой планшет, я покажу вам. Здесь не очень много приложений, фотографии, камера, YouTube, Skype, и у меня несколько приложений, я изучала иностранные языки. И еще книги, да, здесь книги, это испанский. Я пользовалась только несколькими приложениями на этом планшете, но я пользовалась им каждый день. Каждый день я использовала его, я что-то делала на нем. Больше времени я смотрела видео или смотрела фильмы на нем. Я не использовала камеру, здесь немного фотографий, это скриншоты из видео. Иногда я делаю скриншоты, когда информация какая-то интересная, но например, я хочу открыть YouTube, он говорит мне обновить. Я хочу обновить, он очень медленный. Это тоже одна из причин, почему я купила себе новый. Я хочу обновить YouTube. Я делала это 10 раз, это невозможно. YouTube больше не работает на этом планшете, потому что он старый. К сожалению, так получилось. Я больше не могу использовать приложения, я использую только старые приложения. И в конце концов я решила купить себе новый, где все будет работать нормально. Чем я пользуюсь? Без чего я не могу жить? Здесь у меня компьютер, это мой компьютер, у меня планшет, это мой старый планшет, новый еще в коробке, и мой телефон. Я пользуюсь разными девайсами.
я пользуюсь разными устройствами. Это электронные устройства. Что я делаю на компьютере? Я пользуюсь компьютером каждый день. Я работаю на компьютере. Я использую компьютер для работы. Какими программами я пользуюсь? У меня не так много программ на компьютере. Я пользуюсь Word и Excel. Последние несколько лет я пользуюсь сервисами Google и Яндекс Диска, и поэтому там я храню информацию. Например, я использую Word, чтобы писать тексты, да, я пишу там скрипты, и также я использую Excel, чтобы вести таблицы. Например, у меня есть таблицы со статистикой моих уроков. Я пользуюсь жестким диском уже много лет. Я использую жесткий диск, чтобы хранить там информацию. Моя цель — это хранить информацию. На жестком диске у меня старые видео, также мои личные фото и вся моя работа, да, на жестком диске. Так вот, я пользуюсь компьютером, я использую его для работы, я пользуюсь планшетом тоже каждый день, я смотрю видео, когда я отдыхаю, я читаю электронные книги на планшете, и также я изучаю языки на планшете. Не знаю, для меня это удобнее. И, конечно, я пользуюсь телефоном. Без чего мы не можем жить сейчас без телефона? Да, как и вы, как и все, в наше время я пользуюсь телефоном. Я использую телефон для звонков, я использую телефон для переписки с друзьями. Я могу показать вам, какими приложениями я пользуюсь на телефоне. Какими приложениями я пользуюсь на телефоне. Я хочу показать вам. Это мой телефон. Сейчас он на русском языке. Обычно он на английском языке. Так, это мой телефон. У меня здесь погода, календарь, почта, фото, заметки, подкасты. На телефоне разные приложения. Это базовые приложения. Чем я пользуюсь? Я пользуюсь калькулятором, чтобы что-то считать. Также я пользуюсь почтой. Я использую ее для работы. Также я пользуюсь заметками. Я использую заметки, чтобы записывать свои идеи и мысли. Я пользуюсь подкастами. Я использую подкасты, чтобы практиковать язык. Да, здесь у меня подкасты на английском языке, на испанском языке. Какими еще приложениями я пользуюсь? Я пользуюсь банками. Я не хожу в банк, я пользуюсь онлайн-банкингом. Также я делаю онлайн-покупки. Я пользуюсь приложениями Озон и Wildberries. Я использую их, чтобы заказывать что-то онлайн. Какими еще приложениями я пользуюсь? У меня есть Яндекс.Почта. Я пользуюсь такси. У меня есть Bolt такси и Яндекс. Раньше у меня были еще Get и другие, но сейчас они не работают. Да. И у меня есть приложение для общения, WhatsApp и Telegram. Я использую для переписки и для звонков. Не знаю, у меня не так много интересного на телефоне. У меня какой-то беспорядок на телефоне, и я не пользуюсь половиной этих приложений. Я показала вам, что у меня на телефоне есть приложение маркетплейсов. Сейчас они пользуются большой популярностью в России. Люди уже не хотят ходить в магазины, они заказывают онлайн. Да? И также пользуются большим успехом доставка. Люди не хотят ходить сами в магазины, и они заказывают еду или какие-то товары с доставкой. И после этого нужно оценить качество услуги, нужно написать отзыв. Я не люблю это делать. Иногда я заказываю что-то онлайн, но я не люблю писать отзывы. Нет-нет.
Также я показала, я пользуюсь такси. Ой, я не помню, когда последний раз я пользовалась такси. Я уже давно не ездила на такси. Если честно, у меня есть приложение. Вдруг мне нужно поехать с мамой или мне нужно поехать куда-то далеко. Да, но обычно я пользуюсь метро или другим транспортом. Я пользуюсь общественным транспортом здесь, в Санкт-Петербурге. М, Также люди пользуются приложениями разных банков. Вам не нужно ходить в банк, можно сделать все операции онлайн. Я пользуюсь этим активно, и мне это нравится. Мы пользуемся разными приложениями на телефоне, также мы пользуемся разными сервисами. И сейчас это пользуется большой популярностью. Конечно, когда вы воспользовались какой-то услугой, приложение просит вас оценить эту услугу. Вам нужно написать отзыв или оценить, это было хорошо или плохо. Я не люблю это делать, поэтому я игнорирую этот пункт. Сейчас я хочу объяснить эти два глагола. Пользоваться кем, чем. Мы пользуемся сервисами, мы пользуемся услугами, мы пользуемся программами, мы пользуемся приложениями на телефоне. Использовать что, да? Мы используем какой-то предмет, и обычно это какая-то нетипичная цель. Например, мы не говорим: я использую бутылку, чтобы поливать цветы. Это очень странно. Русские люди так не говорят. Эта бутылка, я поливаю цветы. Или русские люди не говорят: я использую планшет, чтобы смотреть фильмы. Нет, это странно. Я смотрю фильмы на планшете. Так говорят русские люди. Когда вы хотите показать, что ваша цель какая-то нетипичная, и ваша цель чуть-чуть странная, она необычная, тогда вы можете использовать это слово «использовать». Но в общем, когда вы пользуетесь чем-то в жизни, мы говорим «пользоваться». Да? Мы пользуемся доставкой, мы пользуемся такси, мы пользователи этих приложений или мы пользователи этих программ. Хорошо, у меня другой пример. Нетипичная цель. Она использует нож, чтобы открыть бутылку. Это нетипичная цель. Да? Я не знаю, люди используют ножи, чтобы открыть бутылку. Или он использует книги как подставку. Книги, и он ставит планшет, он использует как подставку. Обычно люди читают книги. Это нетипичная цель. Или у меня другой пример. Он использует Telegram, чтобы переписываться с подругой. Если он пользуется Телеграмом каждый день, он пишет друзьям, он пользователь. Но если он использует Telegram только чтобы переписываться с подругой, можно так сказать, да? У него необычная цель, для него это нетипичная цель, он только пишет этой подруге и использует для этого Telegram. Тогда да, это правильно. Мы, в общем, пользуемся какими-то программами, сервисами, электроникой, мы пользуемся доставкой, мы пользуемся такси, девушки пользуются косметикой. Но когда вы хотите сказать «я использую что-то», вы хотите показать, что у вас есть какая-то цель. И обычно она немного странная. Да? Я надеюсь, это чуть-чуть понятно. А сейчас время вопросов. Вопрос номер 1. Сколько лет вы уже пользуетесь своим телефоном? Сколько лет вы уже пользуетесь своим телефоном? Своим компьютером? Своим компьютером? Вопрос номер 2. Какими приложениями вы пользуетесь? Какими приложениями вы пользуетесь? Для чего вы их используете? Для чего вы их используете?
Вопрос номер 3. Какими сервисами вы пользуетесь? Какими сервисами вы пользуетесь? Вы пользуетесь такси или доставкой? Вы пользуетесь такси или доставкой? Вопрос номер 4. Какие русские слова вы часто используете в своей речи? Какие русские слова вы часто используете в своей речи? Хорошо, спасибо. Сегодня мы изучали два глагола пользоваться, использовать. Вы можете ответить на мои вопросы для практики. Русский язык не самый легкий, но точно интересный. Похожие фразы есть в моих подкастах. Вы можете слушать эти подкасты и практиковать новые трудные фразы. К подкастам есть транскрипции. Также к видео будет аудиофайл и PDF-файл. Все ссылки внизу. Файлы будут на Бусти и на Патреоне. Если вы не получили мой бесплатный файл, ссылка на него внизу. И я делала видео «Прятать и скрывать». Если вы не знаете, какая разница, смотрите это видео. До скорой встречи!